Привет! На днях ГСК выпустили новую дорожную карту, причем не на третий квартал, как планировали ранее, а прямиком до конца 2025 года. И это забавно, ведь в начале года разработчики тянули с дорожной картой, затем сказали, что будут делиться планами поквартально и показали дорожную карту на второй квартал. Там, конечно, было немного пунктов, и часть из них уже была реализована в модах, но ГСК справились со всеми заявленными обещаниями и даже успели в срок, что для этой компании даже удивительно. И вот наступает третий квартал. Время идет день за днем, неделя за неделей, и только лишь в середине августа ГСК наконец-то показывают новую дорожную карту с планами аж до конца текущего года. Теперь мы точно знаем, чего нам стоит ждать до начала 26-го, а чего нет. Но с нюансами, ведь в самом низу списка есть пунктик о том, что зона может быть нестабильна. И возможный перенос какой-нибудь позиции из данного перечня никто не отменял. Итак, давайте уже скорее смотреть, чем ГСК планирует нас радовать в этом году. Желаю вам приятного просмотра. И сразу о грустном. В этом году точно не выйдет DLC. Ни Тайна Лиманска, ни какой-либо еще. Ведь данного пункта в списке нет. Хоть многие и надеялись, в том числе и я, что релиз первого глобального дополнения будет ближе к зиме, но увы. Но не стоит унывать, ведь уже совсем скоро пройдет выставка Gamescom, на которую ГСК точно приедут, как минимум, чтобы дать игрокам поиграть в Stalker 2 на консолях от Sony. Но может быть, нам даже покажут трейлер первого DLC в рамках трансляции Opening Night Live, которая пройдет уже 19 августа. А теперь переходим к первому и, пожалуй, главному пункту дорожной карты, который не может не радовать. Разработчики не обманули и действительно работают над оптимизацией игры, о чем заявляли не раз. Исправление всяких косяков, влияющих на производительность, это, конечно, хорошо, но теперь они пошли гораздо дальше и решили целиком обновить движок с Unreal Engine версии 5.1 до версии 5.5.4. Возможно, для кого-то это может показаться легко, но на самом деле обновление игрового движка весьма трудоемкий процесс. Конечно, новая версия Unreal Engine даст много технических возможностей, например, растительность из нанитов или аппаратный люмен, но ГСК заявляет, что всякие фишки на данный момент их не интересуют, и главная цель перехода на новую версию движка именно оптимизация. Об этом сказано в дорожной карте, и это было уже несколько раз уточнено в социальных сетях. К слову, комьюнити-менеджер Молит рассказал, что если все пройдет гладко, то нас может ждать переход не на версию 5.5.4, а сразу на 5.6, а на ней сейчас на минутку пилят 4-го Ведьмака, так что возможно, что и уровень графики тоже вырастет, но об этом слишком рано говорить. Приборы ночного видения, причем разных типов, хотя для многих это не было секретом. Все дело в том, что информация про ПНВ очень давно стала просачиваться через файл локализации игры. Конечно, обычные игроки ее не видят, но с помощью дата-майнинга можно прочитать нужные строчки и примерно прикинуть, что нас будет ждать в будущих обновлениях. Точно известно, что ПНВ будет 3 поколений. Скорее всего, начальный будет зеленого цвета с небольшими помехами, затем уже ПНВ без помех, но все равно зеленоватый, а третьим станет синий или, например, белый. Самый удобный, самый технологичный и самый дорогой. И да, ПНВ будут продаваться отдельно. Как минимум, приборы ночного видения можно будет приобрести на Терриконе, Ростке, Султано-Скадовске и у ученых из НТЦ Малахит. А устанавливаться данное устройство будет в какой-то отдельный слот, и затем включаться с помощью радиального меню, или же при помощи специальной кнопки, но только если играете на клавомыши. Переходим дальше. Бинокль. Что ж, если вы смотрели вот этот шортс, то знаете, что бинокль должен был появиться в игре еще на релизе. Но что-то пошло не так, и нам приходится его ждать почти год. Многие предполагают, что бинокль не добавили по причине плохой дальности прорисовки объектов, но в то же время в игре есть оптические прицелы. В любом случае, обновление версии движка должно увеличить дальность прорисовки, и уже тогда появлению бинокля ничего не должно мешать. К слову, по аналогии с приборами ночного видения, биноклей тоже будет несколько видов. Очередное обновление симуляции жизни. Ох, не знаю, увидим ли мы когда-нибудь обещанный Alive 2.0, но как минимум NPC и мутанты станут лучше вести себя в бою. Вдобавок к прошлому пункту, если обновление движка все-таки даст прирост производительности, то следовательно можно ждать и увеличения дальности работы системы Alive, чтобы, глядя куда-нибудь вдаль через бинокль, мы видели, как сталкеры живут своей сталкерской жизнью. Новые аномалии.
Конечно, изучив диздоки, можно ужаснуться от того, сколько всего не попало в игру, сколько интересных задумок с аномалиями было отброшено еще на стадии концепта. Хотелось бы верить, что мы получим что-то из этого, но зная ГСК, я почти уверен, что нас будет ждать что-то незначительное, по типу электрического торнадо, который у нас как бы и есть, но как будто хотелось бы чего-то большего. Самый ожидаемый как минимум мной пункт – новые квесты. Все мы знаем, что зона у нас 64 квадратных километра, и на всей этой огромной территории почти нечего делать. Поэтому новые побочки ой как нужны. Как минимум нам уже точно известно о квесте Гонты, которого должны были добавить еще в обновлении 1.5, приуроченного появлению трофеев с мутантов. Но видимо что-то пошло не так и охотник задерживается. Уже точно известно, где Гонта будет находиться и что за квест у него будет. По ощущениям это даже смахивает на некую линейку квестов, но технически он один, хоть и многоэтапный. Спойлерить я вам ничего не стану, но если вам уж очень интересно, то можете перейти в мою телегу и ознакомиться с информацией о Гонте и его квесте. Но в дорожной карте заявлено, что квестов будет несколько, и я очень надеюсь, что это действительно так. Конечно, хотелось бы видеть что-то из вырезанного контента, ведь в билде побочек куда больше, чем в релизной игре, причем многие из них работают от начала до конца, но все равно пошли под нож. Что ж, пока у меня нет информации о том, какие именно квесты и в каком количестве нам стоит ждать до конца этого года, но будем всем сердцем верить в то, что ГСК готовит что-то действительно интересное. Новый погодный сценарий. Скорее всего, имеется в виду густой туман, который на данный момент можно включить лишь с помощью консольной команды. К сожалению, какой-то другой информации о погоде на данный момент нет. Сложность мастер. Кто знает, может быть однажды у нас появится и сложность назад. А если серьезно, то иконка мастера лежит в файлах игры аж с 20 ноября 2024 года, и только сейчас его решили полноценно добавить в игру. Пока сложно сказать, чем конкретно он будет отличаться от остальных уровней сложности, но вроде как ГСК работают над переработкой выпадения лута в зависимости от выбранной сложности, чтобы при игре на мастере было в разы меньше патронов и аптечек, получаемых мародерством, чем при игре на новичке. К слову, именно такая механика была в оригинальной трилогии. Разработчики в очередной раз будут перерабатывать длительность игровых суток. Напомню, что на релизе была огромная проблема с тем, что ты почти всегда играешь в темное время суток, при том, что ПНВ-то в игре нет. Затем ситуацию вроде как исправили, но видимо игроки все еще жалуются, поэтому ждем очередные изменения в этом направлении. Переделка тайников. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что в игре слишком много аптечек и еды, и с этим нужно что-то делать. Будем надеяться, что нас ждет больше тайников с оружием или, например, обвесами, а не очередной рюкзак с колбасой и батонами. Также разработчики заявили, что хотят сделать поиск тайников более захватывающим, чтобы нахождение каждой такой нычки стало интересным. Кстати, есть предположение, что SD-карта, изображенная рядом с этим пунктом, может намекать на то, что в тайниках в качестве дополнительной награды будут появляться электронные купоны. Переработка энергетиков. Пожалуй, это было неизбежно. ГСК еще в феврале писали о том, что механика сна не работает как надо. И действительно, вспомните, как часто вы видели иконку усталости. Лично я только в сражениях с Буэном. И то, как только бой заканчивается, Скиф сразу же становится бодрым. Механика сна не работает, и ее будут чинить, и именно через переделывание энергетиков. Скорее всего, их эффект станет более продолжительным, что в целом снизит потребление данного напитка скифом, потому что сейчас один нон-стоп дает буст буквально на 10 метров, а дальше ты пьешь еще один, и еще один, и еще. Режим иммерсивного отображения. Но тут вообще непонятно, что это. Единственное, что приходит в голову, это обозначение состояния здоровья на спине главного героя в Dead Space, где игрового интерфейса у нас как бы нет, но при этом мы легко можем отслеживать показатели Айзека. Ну как подобное можно реализовать в Сталкере, непонятно. А может, разработчики вообще имели в виду под этим пунктом что-то другое. В общем, будем посмотреть. Обновление пользовательского интерфейса. Скорее всего, нас ждет переработка радиального меню. Ведь как минимум туда нужно впихнуть бинокль и ПНВ. Еще лично мне бы хотелось, чтобы в зависимости от надетого детектора артефактов менялась бы и его иконка. Ведь даже в дипдайве там был медведь, а сейчас все отклик и отклик. Возможно, также перерисуют иконки сна, голода и перевеса.
Неясно зачем, но до релиза игры ГСК уж очень часто их переделывала, так что исключать не стоит. Пункт про сохранение. Сейчас, чтобы проводить какие-либо манипуляции с сейвами, нужно лезть в конкретную папку в зависимости от лаунчера и уже там делать все необходимое. И ГСК даже опубликовали отдельный гайд у себя на сайте, что и как делать. Но еще с выходом патча 1.4 в файлах локализации появилась информация о том, что мы сможем восстанавливать резервные копии сохранений прямо внутри игры. Правда, не ясно, будет ли это работать на консолях. Оптимизация и устранение багов, которые ГСК уж очень полюбила называть аномалиями. Конечно, я уверен, что многие напишут в комментариях, что прошли игру и не видели никаких критических багов, но лично я столкнулся с софтлоком при прохождении игры за варту, и мне пришлось ждать патч, чтобы продолжить игру. А если почитать патч-ноуты, то там столько всего исправляют, что просто диву даешься. Да, массовые баги появляются редко, но зато метко. Например, улетающие в небо сталкеры или неработающие двери на Шевченко, которые чинили почти месяц. Новая версия SDK. Это, если кто не знает, инструментарий для создания модов. Например, сейчас это очень урезанное что-то, не позволяющее делать почти ничего. Чтоб вы понимали, на данном этапе вы можете добавить свое оружие в игру с помощью SDK, но вы даже не можете дать этому оружию название или изменить его описание. Пока что инструментарий в основном используют для замены моделек. Конечно, контролер Шрек или ПМ Сидорович это весело, но хочется большего. Но с обновлением SDK мододелы наконец-то смогут нормально создавать квесты. Хоть их можно делать и сейчас, и без должного инструментария, так сказать, вручную, но новая версия SDK также позволит добавлять в квесты свою озвучку, потому как без нее любая фраза NPC будет длиться ровно 5 секунд, и вы можете банально не успеть прочитать текст. Будем надеяться, что уже в следующем году начнут появляться глобальные сюжетные моды. Ну и последние пункты. Улучшение переиздания трилогии и релиз игры на PS5. Пока что сложно сказать, когда именно будет релиз на консолях от Sony и какие там будут преимущества по сравнению с Xbox, но уже совсем скоро Gamescom, на котором люди смогут пощупать Stalker 2 на пятой плойке. Возможно, там появится поддержка адаптивных триггеров для лучшего погружения в игру. В противном случае я не понимаю, зачем ехать в Кёльн и стоять в огромных очередях, чтобы поиграть в точно такую же версию игры, которая и так давно вышла. На этом дорожная карта подошла к концу. Пишите, что вы обо всем этом думаете и какой пункт ждете больше всего. А с вами был мэр Припяти. Всем удачи и пока.